Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, хочу вам подарить еще один ритуал на быстрые деньги. Ну, я немного по-другому назову, чтобы отличить от тех работ, которые уже дарила. Но, в принципе, нацелено на то, чтобы получить быстрые деньги. Быть может, у вас какая-то прибыль должна прийти и никак не приходит, какие-то препятствия создаются постоянно. Или у вас товар э, не продается, как-то не уходит, а должны бы купить вроде по идее, но ни в какую не продается, и вам хочется быстрее реализовать и получить прибыль. Одним словом, этот ритуал поможет вам быстро получить денежные суммы. Естественно, сидя, то есть лежа на диване, деньги сверху не посыпятся вам на голову. Но если у вас есть источник дохода и что-то мешает вам получить эти деньги, или вам кто-то обещал помочь, быть может, из близких людей, должен был помочь, а у него не получается никак, то есть какие-то проблемы у него случаются, ему приходится эти деньги тратить на другие нужды, и не получается вам помогать, этот ритуал откроет ему в том числе дороги, чтобы он мог вам помочь. Ну, например, выполнив один из ритуалов на быстрые деньги, женщина радостно отправляла голосовое сообщение. Я как-то выставляла, было время, но сейчас немного график такой напряженный, но я надеюсь, на днях опять сниму. И там она просто слезно благодарила, радовалась тому, что родители ей купили машину, которую она хотела. Она замужняя женщина, все такое. И у родителей, собственно говоря, особо, скажем так, возможностей не было никогда что-либо такое крупное купить, подарить. А тут вот она провела, и у них появилась эта возможность. Они ей подарили машину, которую она хотела. Она была очень счастлива. Различные бывают моменты, естественно, но хочу еще раз объяснить тем людям, которые сидят, пишут и говорят, вот будильник у меня зазвенел, которые пишут и говорят, что вот я ничем не занимаюсь, сижу дома, откуда у меня могут быть деньги? Ниоткуда. Единственное, что возможно, что если ваши дети зарабатывают или супруг, у них денежное вот это вливание, они усилятся. Потому что вы просите для себя, для семьи, и придет из того источника, откуда всегда приходило. То есть кто работает, кто создает, с его стороны, с помощью этого человека в семью придут деньги. Но если вы ничем не занимаетесь и не собираетесь ничем заниматься, не собираетесь никак развиваться или где-либо работать, или как-то создавать свою карьеру, естественно, с воздуха деньги на вашу голову не упадут однозначно. Ритуалы, заговоры, они помогают усилить денежную силу. И если есть источник дохода, то оттуда приходят деньги. Кроме всего прочего, люди, которые пользуются вашими, может быть, работами, или покупают у вас какие-то работы, или вы что-то продаете, или что-то там сами мастерите, делаете. В любом случае, они вам благодарны. То есть идет добрая молва, и у вас постоянное такой вот, как бы сказать, открывается вот этот поток клиентов. Это тоже немаловажно. Недостаточно, чтобы один раз купили и все. И запомните, денежная энергия – одна из самых сильных и капризных энергий во Вселенной. То есть энергия богатства, имущества. И постоянно требует обновления. Все время нужно делать денежные ритуалы, все время начитывать денежные заговоры. Постоянно. И еще один момент. Для того, чтобы получить деньги, для того, чтобы получить богатство, достаток, нужно отдавать время, силы и энергию. То есть нужно чем-то заниматься, что-то делать, чтобы что-то получать. Конечно, могут денежные заговоры, ритуалы вам помочь в том смысле, что, скажем так, будут делать скидки, у вас деньги хватит для того, чтобы купить все, что вам нужно, еще останется. Может быть, будут вам идти навстречу, может быть, будут подарки, будут какие-то уступки и прочее. То есть
вам дадут возможность жить более-менее безбедно. Но если вы хотите богато жить, если вы хотите жить в достатке, то вы должны выбрать какую-либо профессию и отдавать вот на алтарь этой профессии, жертвовать своей энергией, своей силой, своими возможностями, то есть всем, что у вас есть, служить своему имени, которое вы создаете. Вы хороший мастер, вот вы создали культ имени этого мастера, и вы должны этот культ подпитывать энергией. То есть вы должны что-то делать, вы должны быть оригинальны, вы должны придумывать новые способы, вы должны отличаться, вы не должны сидеть на месте. И тогда вам денежный заговор, ритуал не просто будут давать какую-то возможность хоть как-то жить, а будут вас обогащать. То есть больше отдаете энергии, больше получаете оттуда. По-другому никак невозможно. 1-2 раза где-то что-то выиграть, какой-то подарок получить, какие-то уступки в цене, этого очень мало для того, чтобы жить достойно. Согласитесь? Итак, этот ритуал, он основан на древней традиции бить деньги. То есть считалось, что если мелочью ударить по большим деньгам, то пробуждается денежная сила, и большие деньги, желая победить мелкие деньги, потому что мелких денег может быть намного больше, чем больших, естественно, это копейки, это мелочь, они приумножаются, чтобы их количество дошло до того, чтобы суметь победить мелкие деньги. То есть мы тем самым, называется бить деньги или устыдить деньги. Мы пробуждаем в них волю стать больше, вот предположительно, скажем, сколько тут мелочи, да, вот эти большие деньги должны стать столько же по количеству, чтобы суметь одолеть вот эту мелочь. Естественно, всю эту мелочь не нужно туда кидать, но примерно я вам объясняю, в чем состоит вот такой метод работы. В древние времена вообще было принято, скажем, ударять, бить мелочь, бить камнями, металлом, различные способы. И как только оттуда искры начинали лететь, нужно было говорить определенные слова и хранить это. Это называлось обращение к денежному богу. Я такой тоже вам дарила ритуал. Это все срабатывает, друзья мои. Итак, нужно мелочью, если вы хотите срочные деньги, разложите на алтарь, на стол, не обязательно алтарь, то есть подготавливать. Здесь я просто сделала для красоты, чтобы как бы это смотрелось, чтобы было сразу понятно, о чем речь и чему посвященный ритуал. Значит, кладете большие деньги, можно 1000, можно 500 рублей, неважно. Но желательно самые большие выбрать. Свои деньги, можно доллары, евро, что хотите. И начинайте мелочью вот так ударять по этим деньгам и начитывать 6 раз. Вот так ударили, прочитали, потом опять ударили, прочитали. Снова те же деньги можете взять и вот так вот бить и начитывать, значит, этот заговор 6 раз. Потом соберите все и уберите. И за короткое время у вас будут приходить деньги. Итак, начнем. Поскольку мне, естественно, неудобно и ритуал проводить и читать, то как бы я периодически буду вам показывать. Я думаю, что вы поняли технологию. Итак, бьем и читаем. Малый большего побил, малый больших устыдил. Вы, большие, пробудитесь, моей воле покоритесь. Срочно деньги в дом зовите, я хочу их получить, а иначе буду бить, малым больших колотить. Если вы меня боитесь, если малых вы стыдитесь, то немедля появитесь. Деньги новые явитесь, в доме деньги соберитесь, с юга, с севера, с запада, с востока идут ко мне, бегут ко мне, деньги большие, деньги наши и заморские, идут и приходят, деньги дорогу в мой дом находят, деньги меня окружают, в моих сундуках оседают. Деньги, деньги, приходите, в моем доме соберитесь, тут живите, оставайтесь. Заклинаю, заклинаю, что хочу, то получаю. Истинно. И снова 6 раз.
Я 6 раз читать не буду, естественно, потому что не считаю нужным, поскольку я просто вам дарю и учу. Тем более, что для этого у меня в телефоне и так памяти нет. Все время приходится удалять старые ролики. Итак, начнем. Малый большего побил, малый больших устыдил. Вы, большие, пробудитесь, моей воле покоритесь, срочно деньги в дом зовите. Я хочу их получить, а иначе буду бить, малым больших колотить. Если вы меня боитесь, если малых вы стыдитесь, то немедля появитесь. Деньги новые явитесь, в доме деньги соберитесь. С юга, с севера, с запада, с востока идут ко мне, бегут ко мне деньги большие, деньги наши и заморские. Идут, идут и приходят. Деньги дорогу в мой дом находят. Деньги меня окружают. В моих сундуках оседают. Деньги, деньги, приходите, в моем доме соберитесь, тут живите, оставайтесь. Заклинаю, заклинаю. Что хочу, то получаю. Истинно. Проведите, и результат вас приятно удивит. Всем удачи, всем достатка. И запомните, кто работает, тот ест. Это древняя мудрость, и она не просто так сказана. Всем всего хорошего.